Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим. И я, Борис Марсенкевич. Всем добрый день. АСММ. Мощность малая, возможности большие. Китай наступает на пятки Росатом. Идет строительство первого малого реактора собственного производства. В 2 раза мощнее российского Ритм-200. Борис Леонидович, является ли Китай конкурентом Росатом на поприще малых модульных реакторов? Ну, давайте по порядку, потому что без названия реакторов как-то все очень сложно. Мы же все-таки не совсем журналисты. Если мы говорим про действующие российские малые реакторы, это Ритм-200, поколение 3+, интегрированный реактор электрической мощностью 55 мегаватт с огромным количеством машин и часов, которые наработаны на атомных ледоколах нового поколения ЛК-60, они же проект 22220. Если мы говорим о китайском, это ACP-100, Advanced China Pressurized 100 электрическая мощность, хотя она там чуть повыше. То, что сейчас строится на острове Хайнань, там, конечно, есть собственное название, но я в китайском не силен, поэтому мучить язык не буду. Это опытно-демонстрационный блок, у него все еще впереди. Говорить о том, что Китай является жестким конкурентом, нет, не получится, но то, что Китай идет своим путем, и малые реакторы, ну, он в любом случае второй в мире в железе, в отличие от всех американских проектов, канадских, английских и так далее, идут своим путем, да, молодцы, с одной стороны. То, что сейчас произошло, о чем отрапортовали газеты и прочие наши СМИ, это холодное функциональное испытание. Процесс, так сказать, идет. То есть, если говорить о том, как реактор вводится в эксплуатацию, сначала холодная промывка просто для того, чтобы устранить все, что остается после монтажа. Бывали случаи, когда при холодной промывке вымывали гаечные ключи и так далее. Но это только подготовка. Дальше ставятся имитаторы ТВС, такие же по объему, такие же по весу, для того, чтобы водный баланс отработать. И дальше при невысокой температуре, порядка 60 градусов, при температурах значительно менее, чем проектная, вот начинаются уже холодно-пусковые установки. Достаточно большая, серьезная работа. Проверяют циркуляцию теплоносителя, проверяют насосы, арматуру, трубопроводы, систему контрольно-измерительных приборов и аппаратуры, проверяют герметичность, разумеется, проверяют функционирование систем безопасности, отработку автоматических систем защиты, то есть такая серьезная достаточно. Но температура в пределах 100 градусов. В том случае, если сейчас все будет успешно, дальше государственный регулятор должен дать разрешение, лицензию, я не знаю, как в Китае это оформляется, на следующий этап горячее функциональное испытание, то есть уже рабочая температура, рабочее давление, но все еще с имитаторами ТВС. Загрузка ядерного топлива – это уже такой, после того, как все несколько раз проверено. Так что все еще впереди. Если верить тому, что заявляет CNNC, China Nuclear National Corporation, в первой половине они рассчитывают выйти на загрузку топлива на то, чтобы начать набирать мощность. Мощность, напомню, набирается тоже поэтапно, начиная процентов с 5 и пошагово до 100%. В России все это происходит уже в отработанном состоянии, уже никто ничему не удивляется. Здесь, напоминаю, это для Китайской Народной Республики первый реактор такой мощности. Так что можем пожелать только успехов. Если говорить еще о каких-то принципиальных отличиях, кроме мощности, это топливо. Если обогащение в реакторах Ритм-200 по содержанию урана-235 19,75%, напоминаю, что граница в 20% это решение МАГАТЭ. Если обогащение выше 20%, значит, это уже не мирный атом, это уже первый шаг к военному обогащению, поэтому будьте добры. Росатом этот принцип и соблюдает. 19,75%. Меньше 20, меньше. Почему такое высокое обогащение?
Реактор сам по себе небольшой, соответственно, чтобы в активной зоне находилось нужное количество урана-235, просто повышают обогащение. Грубо там, если не вспоминать про эти 25 сотых, 20%. Это позволяет, собственно говоря, уменьшать габариты. Если вам надо загрузить, вот первая загрузка ядерного топлива, это 450 килограмм урана-235, умножаем на 5, то есть менее 2 тонн топлива. Китайцы пошли иным путем, они принципиально оставили обогащение обычным, там 4,75%. Вроде бы все то же самое, но для того, чтобы поместить такое же количество именно делящегося материала урана-235, его придется, соответственно, в 4 раза больше. Результат тоже чисто логически понятен. Перезагрузка топлива у реактора «Ритм-200» пока еще не происходило. Если верить проектировщикам, оно должно происходить раз в 6 лет. Не исключено, что за время эксплуатации выяснится, что и раз в 7 лет, и в 8 лет. А у китайцев при относительно небольших габаритах каждые 2 года. Поэтому, когда CNNC, китайские атомщики, говорят о том, что реактор предназначен для труднодоступных мест, возникает вопрос. Если вот это труднодоступное место каждые 2 года обязано являться, оно точно труднодоступное. У нас таких междометий нет, потому что Северный морской путь – это точно труднодоступное место. И каждые 2 года гонять атомные ледоколы в Мурманск на то, чтобы перегружать топливо, прямо скажем, не совсем логично и, наверное, с экономической точки зрения неправильно. Оба реактора, и ACP-1000 и Ритм-200, интегрированные, то есть все, что касается пара, теплообменника, он внутри корпуса, то есть наружу ничего не высовывается, все в готовом состоянии, казалось бы. Но и здесь есть отличие. Вес реактора «Ритм-200» порядка 1500 тонн. С завода из города Подольска в город Санкт-Петербург. Большое спасибо, что не используется неправильное слово «Петроград», ведь намного приятнее произносить «Санкт-Петербурга». Его доставляют в готовом виде, сразу идет монтаж в корпус атомного ледокола. Китайский состоит из 2 половинок, верхняя и нижняя. Нижнюю закрепили, верхнюю при помощи крана поставили. Поскольку верхняя весит порядка 700 тонн, это еще один вопрос, по крайней мере, с моей стороны. Если у вас на строительной площадке обнаруживается подъемный кран, который может поднимать 1000 тонн, это точно труднодоступное место? Вы его туда как доставлять будете, господа хорошие? Это вот китайский вариант, у них Арктики нету. В горы вряд ли потащат, в горах они предпочитают строить ГЭС, солнечные и ветряные электростанции, что, в общем, тоже разумно. Такие отличия. На мой взгляд, если говорить об экспортной перспективе, мне кажется, что «Ритм-200» более притягателен просто потому, что нет такой необходимости постоянно работать с топливом. Так скажем, экономически самое очевидное преимущество «Ритм-200» – это его маневренность. Реактор построен специально для эксплуатации в условиях Северного морского пути, Северного ледовитого океана. Соответственно, 100% мощность нужна тогда, когда ледокол борется со льдами. Когда ледокол идет по открытой воде, ему такая мощность не нужна. И в результате проектировщики, и уже эксплуатанты сообщают о том, что реактор замечательно себя чувствует при нагрузке в 20%. То есть российские атомщики получили то, о чем многие мечтали – высокоманевренный атомный реактор. Ничего подобного нет. За маневренность боролись французы, добились того, что можно снижать мощность до 70%, снизить мощность до 20%, это точно пока недоступно никому. И с этой точки зрения выбор, который сделали в Узбекистане по площадке Джазакской области, это, конечно, тоже огромный шаг вперед. И поэтому мне очень интересно, как там все будет происходить. Напомню, что там будет пара реакторов
ВВР-1000, 1000-мегаваттники. Здесь выбор тоже совершенно оправдан. Это тот проект ВВР-1000, который предназначен для сейсмически опасных зон. В Узбекистане, к сожалению, я думаю, многие помнят ужасающее землетрясение в Ташкенте. Поэтому на всякий случай решили перестраховаться. Несмотря на то, что это не ВВР-1200, ВВР-1000 тоже относится к поколению 3+, у него такое же количество систем безопасности, но при этом дополнительно проработана вся система амортизаторов на случай вот таких катаклизмов. Я думаю, что узбекистанские специалисты либо побывали в Китае и в Индии, посмотрели на эти реакторы ВВР-1000, либо, по крайней мере, тщательно ознакомились со всей документацией, которая имеется. Реактор ВВР-1000 в сейсмическом исполнении впервые начал возводиться в Китае на атомной электростанции Циньвань. Первый блок, 1999 год. И если мы говорим про систему безопасности, то ловушка расплава была уже тогда. То, чего не хватило на атомной электростанции Фукусима, где расплавленное топливо ушло в грунт в 2011 году. В реакторе, который начали строить в 1999, она уже имелась. Это что касается выбора Узбекистаном реакторов ВВР-1000. И еще одна пара Ритм-200, Н наземное исполнение. Что касается сейсмики, то да, может быть, по-другому выглядит землетрясение, но на всякий случай напомню, что реактор Ритм-200 рассчитан на эксплуатацию при боковом крёне до 45 градусов, носовом крёне до 30 градусов. Представить себе, что вот такие нагрузки выпадут на его долю даже при серьезных сейсмических ударах, ну, не приходится. При этом маневренность до 20% вниз. Если мы говорим о паре реакторов, электрическая мощность 110 мегаватт, номинальная, проектная, так скажем, соответственно, минимальная 22 мегаватт. А это значит, что большие реакторы могут работать при стабильной нагрузке. Часть регулировки спроса, часть регулировки нагрузки, утренний час пик, так скажем, вечерний час пик, будет брать сама на себя атомная электростанция. Ничего подобного в мире нет, так что буду следить крайне внимательно. Вот насколько можно судить по тому, что публикует CNNC, то, что публикует китайская пресса, у китайских АЦП, ACP, простите, 100 такой маневренности нет. Но, тем не менее, это достаточно большой шаг вперед. Та самая идеология модульных малых реакторов, максимальная готовность на заводе, минимальная нагрузка для монтажников на площадке, она здесь соблюдена, в общем-то, достаточно полно. Монтажники закрепили нижнюю половину, краном аккуратненько поставили вторую, провели небольшой объем монтажных работ, все, реактор готов к работе. Так что желаем китайским атомщикам успехов. Напомню, что, ну так скажем, зазор по времени эксплуатации достаточно велик. Можно считать, конечно, чисто хронологически, когда начал работать первый Ритм-200, когда будет выведен на 100% мощности ACP-100. Но дело в технике, а техника – это машины-часы. Вот машины часов Ритм-200 на наших атомных ледоколов набрали столько, что догонять китайцам придется достаточно много. Тем более, что до запуска вот этого первого опытно-демонстрационного блока говорить о том, что они начнут масштабировать и строить их десятками, тоже не приходится. Так что процесс идет. Напоминаю, что из всех строящихся на планете атомных реакторов 86% это вдвоем Росатом и Китай. Именно Китай, потому что в Китае 3 атомных корпорации. Он маленький, поэтому одной корпорации ему явно не хватало. Мы строим их по 24 штуки каждый. При этом, если заглянуть в базу данных МАГАТЭ, на территории Китая строится 28 реакторов, при этом Росатом строит 24. Но если учесть, что 4 реактора в Китае строит Росатом, то мы идем абсолютно ровно. Можем предаваться ностальгии по большой атомной тройке, когда лидерами по реакторостроению, так скажем, были Соединенные Штаты Америки, Франция и Советский Союз. Тройка
исчезла, при этом безо всяких интриг со стороны Росатома, все в режиме сама-сама. Остались вот Россия и Китай. Еще одно принципиальное отличие между Россией и Китаем. Напомню, что количество строящихся за рубежом атомных энергоблоков у Росатома сейчас, если Узбекистан учесть, 30. Это не база данных. МАГАТЭ – это подготовительная работа и так далее. У Китая количество проектов за рубежом равно нулю. А строительство в чужой стране с более сложной логистикой, с более сложной приемкой каждого этапа работ, проверяет ведь не только заказчик, но и государственный регулятор, это Китай пока еще не проходил, если не считать того опыта, который он получил в Пакистане. Но насколько Пакистан является за границей для Китая, лично для меня большой вопрос, это мое оценочное мнение. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарии, друзья. Подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке. Спасибо, до новых встреч. Всем спасибо за внимание. Не забывайте распространять наши ролики в ваших социальных сетях. Это тоже поддержка нашего скромного проекта. Всем спасибо за внимание. Всего доброго. Друзья, в очередной раз напоминаю о том, что полное название нашего канала – независимый аналитический онлайн-журнал «Геоэнергетика Инфо». И слово «независимость» после того, как была отключена монетизация со стороны Ютуба, для нас стало дорогим, ценным, близким. Для того, чтобы сохранять независимость, вы прекрасно понимаете, что в наше тревожное время необходимо прежде всего альтернатива, поиск спонсора, который будет задавать нашу новостную повестку, нашу, так скажем, стратегию и тактику, нам кажется не самым удобным. Поэтому напоминаю о том, что нас можно видеть прежде всего в нашем телеграм-канале, где мы стараемся сообщать все новости, касающиеся нашей работы, наших новых проектов. Вы нас можете видеть на портале ВКонтакте, вы нас можете видеть в Дзене, вы нас можете поддерживать за счет того, что у нас имеется страница на Sponsor.ru. Все это будет в описании под этим моим кратким вступлением с напоминанием о том, что если вы хотите, чтобы проект «Геоэнергетика Инфо» продолжал развиваться, нам необходима ваша помощь и поддержка. Большое спасибо за внимание.